18 марта 22 год, военкор Ананюс Аким Апачев и Андрей Камыжикин. Выдвигаемся на южные рубежи Донецкой Народной Республики в сторону города Мариуполя. Сейчас сначала едем в Безыменное, посмотрим приема беженцев из Мариуполя, которые большой рекой уже стали стекаться. Посмотрим, что там, попробуем прорваться дальше. Ехали в населенный пункт Безыменное. Едем к пункту размещения беженцев из Мариуполя. Огромное количество машин. Практически все на украинских номерах, что говорит о принадлежности. На машинах написано, почти на всех машинах написано «Дети», плюс белые ленты. Именно так в мариупольских чатах советовали помечать автомобили. Населенный пункт Безыменное. Здесь расположен первый гуманитарный фильтрационный центр, куда прибывают беженцы из Мариуполя. Здесь проходит первая, по сути, проверка, после которой большинство из них поедет дальше по территории республики, кто-то выйдет на территорию Российской Федерации. Мариуполь, улица Азовстальская, 21. Угу. Нас люди взяли машину, у нас машину не дали, ничего не утекает. Ой, извините, я просто знал. Продолжают прибывать колонны из Мариуполя. Прибывает много машин. Здесь же раздают гуманитарку, хлеб, тушенку. Иди до Иры, должны что-то бумаги туалет. Сейчас я там. Хлеб вкусный? Давно свежего хлеба не ели? Давно, очень давно. Когда последний раз кушали свежий? Я не помню, убежище вышли. Да. Приятного аппетита. Удалось пройти через кордон и выдвинуться в сторону Мариуполя. Едем максимально, куда получится, в общем. Везем с собой большое количество еды, гуманитарки, лекарств. Тань, скажи, что везем и кому везем? Перняку сигареты, спички, кофе, чай, тушенка, памперсы, детское питание и большое-большое количество медикаментов. Чем тут вообще хуячили? Это Виноградная сейчас, да, у нас? Это уже Мариуполь. Уже Мариуполь. Уже Мариуполь. Друзья, за моей спиной вы видите Мариуполь. Нам удалось зайти в город. Находимся у самого побережья. Идут тяжелые бои. Работает артиллерия. В общем, друзья, тяжелые городские бои. Террористы запрещенного Азова продолжают удерживать мирных гражданских в качестве заложников. Армия Донецкой Народной Республики продвигается. Вы можете слышать очень плотные стрелковые бои, которые идут в застройке. Штурм продолжается. Находимся в Мариуполе, на самой передовой линии
соприкосновения боевого. Ситуация очень сложная. Противник постоянно прячется в мирных кварталах, заходят к местным жителям и находятся вместе с ними в квартирах. Постоянно ведутся стрельба из снайперских винтовок. Очень сложно выбить их, так как мы не можем наносить качественные удары, потому что стараемся, чтобы мирные жители все остались целыми. По возможности выводим мирных жителей. Очень много уже людей вышло. Примерно такую же тактику использовало Исламское государство в Сирийской Арабской Республике. Вот то, что делает сейчас Азов здесь, это можно сравнить с ваххабитами отбитыми? Это на самом деле даже это фашисты просто. Я даже не знаю, как это назвать. Это люди, это человек такое не может сделать. Какие-то случаи, примеры, которые иллюстрируют их поведение? Их поведение, они могут даже из погибших выкладывать бойницы и вести из них огонь. Это как вы считаете, это нормально? А как насчет мирняка? Получается у кого-то просачиваться из подконтрольной территории ВСУ? Получается. Люди прибегают, очень многие в шоковом состоянии, в стрессовом. Многие раненые приходят. Мы по возможности оказываем первую медицинскую помощь и отправляем дальше в тыл. Там находятся уже пункты сбора. В целом обращаюсь к бойцам, которые сейчас выполняют задачи в этой операции по деоккупации. Пару слов ребятам, которые... Братцы, держитесь и старайтесь выжить. Мы должны все вернуться живыми. Все мы рано или поздно выпьем за победу. Хотелось бы, чтобы выжили многие. Друзья, идет сейчас попытка выйти в многоквартирники, в подъездах которых огромное количество мирного населения. Тяжелые бои, но Народная милиция Донецкой Народной Республики продолжает продвижение вверх, в центр левого берега. Сегодня выглядит пригород Мариуполя. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, девушка. Вы курите? Я нет. А кто там? Лекарства нужны какие-то? Валерьяночку. Да. Для жены. Сейчас сделаем. Хорошо. Как у вас обстановка здесь, расскажите? А собственно, видите, вот. Это все украинцы били. Отсюда с горы. 1 секунда. Даже секунда не проходит, выстрел и взрыв. То есть прямой наводкой Прямой сверху? наводка отсюда, с бугра. Выстрел и взрыв, выстрел и взрыв. Там 82-я мина у меня в этом. На 2-м этаже пробила крышу, все, и сорвалось в ящичке. Вот это все, что хорошо, что там переколотило все. Видите. Вы не пострадали? Мы не пострадали, мы в подвале же сидели. Но сейчас я за соседям смотрю. У соседей 2 собачки, курочки, кормлю их. А потом сегодня утром начал этих подкармливать. Почему не уезжаете отсюда? Здесь же опасно. Вы знаете, это хозяйство уже все сам. Вот это все сам своими руками делал. Вторая, третья, вот, после 1, 2, 3 колонна шла украинские. Только они прошли, потом взрыв, мостик взорвали вот там. Друзья, остановились возле укрепа небольшого, выгрузили медицину, первая необходимость, чтобы здесь помогали. Здесь помогают мирным гражданским. Ничего не говорите. Но как вот по медицине много обращаются, сколько местных мирных обращаются к вам? Очень много, Мариуполя очень много. Очень много.
Чем помогаете? Ну, первую медицинскую помощь до врачебную оказываем Мгм. и вывозим до скорой. До скорой доставляете, да? На скорую доставляем. Плохо. Вот у этой женщины, чуть выше церкви, которую мы видели, две девятиэтажки крайние. Возле одной из них несколько часов назад погиб ее муж. Просто это настолько больно видеть глаза пустые этой женщины, ее боль. У нее на ботинках капли крови, у нее в руках куртка мужа. То есть она уже вдова, по сути. И эта куртка прошита осколками, и она в крови. И таких людей сейчас тысячи в Мариуполе. Это просто катастрофа, которую нужно с максимальной скоростью решать и людям этим всем помогать, которые смогли выжить в мясорубке. Этого уже места немає. Друзья, ну такая ситуация в Мариуполе. Проехали максимально далеко, как получилось. Обстановку видите сами. Тяжелые бои. В общем, пока говорить о контроле левого берега, там 50-60%, рано, идут тяжелые бои, линия фронта двигается, пытаются выйти на высоты и занять высоты, которые сейчас пока контролируются вооруженными силами Украины и нацбатальонами. Андрей, как обстановка тебе? Обстановка, что? Сложно говорить об этом. Взорванные мосты, разрушенные дома, покалеченные судьбы. Но, слава богу, люди хоть каким-то потоком, мирные жители, начали выбираться из Мариуполя. Потому что там в заложниках сотни тысяч. И это чисто египетский сценарий, по-другому не скажешь. С бойцами пообщался, как у бойцов настроение? У бойцов настроение все в порядке, бойцы воодушевлены. Они готовы идти вперед и ждут, когда только предоставится возможность. Мы все готовы к штурму. Сейчас вопрос только во взятии высоты, как мне сказали по секрету, без имен, без лиц. Ну, как бы вопрос во взятии высоты. Немножко на этом забуксовали, но все будет хорошо в ближайшие же дни. Представься, Владимир Мельников. ты сейчас выходишь из Мариуполя, да? А расскажи, как обстановка в городе, что происходит в городе вообще? Обстановка тяжелая. Чуть-чуть громче только. Обстановка тяжелая, разбитые магазины, аптеки и, так сказать, много домов погорело. Очень много домов погорело и обстановка тяжелая. Гуманитарной помощи я не видел. Аптеки, даже в аптеке нужно и невозможно ждать. Все аптеки разбиты, магазины все разбиты. Скажи, как вот ведут себя батальоны эти, Азов и прочие? Это такие опасные люди, я бы сказал, жестокие, опасные люди. И поэтому я боялся на них нарваться. Поэтому Сколько ты шел пешком? примерно часа 4. А откуда именно? С Мариуполя, с Ильичевского района. А почему в эту сторону, а не в сторону... Потому что я не шел в сторону азовцев, а я шел в сторону россиян, потому что я приветствую россиян, а не азовцев. Вот поэтому я шел в эту сторону. Ну ты рад, что ты уже здесь вышел? Я сильно рад, потому что я шел своим. С этой целью я шел своим. Только нужно было пройти до раньше, но было очень тяжело, потому что сказали, город в окружении и дороги закрыты. Как мне сказали, я ждал, просто ждал время. Ну а дальше уже ждать уже и некуда, потому что горят улицы, горят дома. Друзья, выходим из Мариуполя, прошли населенный пункт Безыменное, едем в сторону Донецка. Сегодня довольно сложный день. Удалось нам добраться до Мариуполя, до самых южных окраин его, в общем, по линии Морского бульвара мы добрались до передовых, по сути, подразделений Донецкой Народной Республики. Спасибо большое комбату с позывным Шерхан, который
который принял нас, который рассказал о ситуации. Значит, ситуация действительно сложная. Мы чем смогли, помогли, друзья. Помимо того, что осветили деятельность Народной милиции Донецкой Народной Республики, мы еще и отвезли туда гуманитарки, хлеб свежий, вот сегодняшний прям. Из Донецка. Из Донецка, да. Тушенка, медицина. Свежий и теплый донецкий хлеб попал сегодня в Мариуполь. Это символично. Расскажи про человека, которого вы вывезли. Да, отдельная история про человека. Мы, выезжая из Мариуполя, остановились на блокпосту. Ну, первый фактически блокпост серьезный. Там нас ребята попросили отвезти в безыменное парня, который вышел из Мариуполя. Отдельно передали нам документы его. Вот, попросили отвезти в фильтрационный пункт. Парень оказался нормальный, вроде никаких вопросов к нему нет. Выходил 4 часа пешком. Больше вам расскажет Таким, он с ним общался тесно. Но судьба у парня непростая, я надеюсь, он в порядке. Друзья, ну как минимум этот человек остался сегодня жив. А для сегодняшнего дня это уже немало. Будет сложная ночь у бойцов, которые пытаются освободить Мариуполь. Мы желаем всем, искренне желаем всем удачи. Берегите себя, своих близких. Аким Апачев, Андрей Камужикин, специально для Аноньюз.